Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 150 интересных фактов, которые помогут уснуть. Прошу поставить лайк сейчас до просмотра видео, это очень важно для нас. Вы всегда сможете его убрать, если видео вам не понравится. Не забывайте подписываться на канал, если вы здесь впервые. Включайте все уведомления, ведь новые работы выходят регулярно каждую неделю. Приятного просмотра. Начнем. 1. На ранних грампластинках из-за большой толщины дорожки одна сторона вмещала только несколько минут музыки. Большой концерт продавали записанным на нескольких пластинках в коробках, похожих на фотоальбомы. Поэтому сборники песен и стали именовать альбомами. Название осталось, даже когда благодаря технологическим усовершенствованиям эти сборники стало возможным умещать только на одну пластинку. 2. В ответ на нападение Италии на Эфиопию в 1935 году Лига наций ввела против Италии санкции, запретив весь импорт из нее и экспорт товаров стратегического назначения. Такие меры только способствовали подъему патриотических настроений и всплеску поддержки фашистского режима. Его кульминацией стала кампания «Золото для Родины», когда на площадях Рима и других крупных городов были организованы пункты приема золота. Люди массово сдавали свои обручальные кольца, получая взамен железные. Все драгоценности сдал и Муссолини со своей семьей, а писатель Луиджи Пиранделло пожертвовал Нобелевскую медаль. 3. Существует специальное слово «уолла», которое голливудские актеры массовки повторяют, чтобы создать эффект гула толпы. В английском кино принято повторять другое слово «рхюбарб», оно переводится как «ревень», в японском «гэя». Правда, в наши дни такие простые приемы встречаются реже, а участники массовки часто получают задание произносить нормальные повседневные фразы, импровизируя на ходу. 4. Если при разделке туши животного внутренности сложить в таз с водой, утонет все, кроме легких. Именно этому обстоятельству орган и обязан своим названием. 5. Церемония эстафеты Олимпийского огня была придумана нацистами для Олимпиады 1936 года в Берлине. Группа австралийцев, не согласных с укоренением этой традиции, устроила розыгрыш в 1956 году, когда путь факела к Мельбурну пролегал через Сидней. Вымоченную в керосине тряпку приделали к обычной ножке стула, подожгли и отдали это Барри Ларкину. Тот, принимаемый полицией за атлета Гарри Дилана, пробежал через весь город к таун-холлу и вручил факел мэру. Не заметив подвоха, мэр с ножкой в руке произнес речь, в то время как шутник незаметно исчез. 6. В 1992 году Литве катастрофически не хватало денег для отправки спортсменов на Олимпийские игры в Барселоне, и звезда НБА Шарунас Марчулионис сам занимался поиском спонсоров, чтобы баскетбольная команда смогла туда поехать. Самым неожиданным откликом был чек на $5000 от рок-группы Grateful Dead, но еще более важным ее подарком стали права на использование футболок с изображением скелета, выполняющего слэм-данк. Они не были игровой формой, но именно в них литовцы вышли на вручение бронзовых медалей. Футболки стали культовым товаром на тех играх, принеся $450 тысяч, которые были потрачены на дальнейшее развитие баскетбола в Литве и благотворительность. 7. Когда «Терминатор» переводили на испанский язык, знаменитое «Hasta la vista, baby» решили изменить, чтобы сохранить эффект смены языка для фразы со значением «до свидания». Выбрали японский эквивалент, и зрители слышали «Sayonara, baby». Хотя в другой испаноязычной версии для латиноамериканских стран переводчики решили оставить оригинальное выражение как есть. 8. В Лондоне на углу Глитспур-стрит и Кок-лейн есть небольшой памятник «Золотой мальчик» на Пай-Корнер. В этом месте, по преданию, закончился Великий Лондонский пожар 1666 года.
Мальчик изображен пухленьким, а в стихах под ним говорится, что причиной бедствия стал грех чревоугодия. Такой вывод лондонцы сделали потому, что пожар начался на Паддинг-Лейн, улочка Пудинга, а завершился здесь на Пай-Корнер, угол Пирога. 9. Прямо посередине рынка Меклонг в Таиланде проходит железнодорожный путь, по которому каждый день ходит поезд. Предупрежденные сиреной продавцы умеют очень быстро сворачивать навесы и убирать товар, а потом также быстро возвращают все обратно. И торговля продолжается. Многие овощи и фрукты остаются лежать на земле прямо около рельсов, так как состав их не задевает. Когда дорогу прокладывали в 1905 году, хотели переместить рынок в сторону. Однако его работники предпочли остаться и приспособиться. 10. Во время Australian Open 1998 года сестры Сирена и Винус Уильямс заявили, что могут обыграть любого мужчину, который занимает в рейтинге ATP не выше 200-го места. Карстен Браш, бывший в то время 203-й ракеткой, принял вызов. В первом сете он выиграл у Винус 6-2, во втором у Сирены 6-1. После матча он добавил, что особо не напрягался и играл примерно на уровне 600-го места рейтинга. 11. В среднеанглийском языке буква W передавала как согласный звук, так и гласный, наподобие длинного U. А в современном английском есть несколько слов, где на первый взгляд нет гласных, поэтому их следует читать согласно тем самым устаревшим нормам. Это сум, что значит глубокая лощина в горах, сутч, потайное место, и крус, музыкальный инструмент типа скрипки. Все эти слова заимствованы из валлийского языка. 12. Соревнования по стендовой стрельбе на Олимпийских играх проводятся с 1968 года, и женщины принимали в них участие наравне с мужчинами. Однако ни одна из них не могла выиграть медаль, поэтому еще до Олимпиады 1992 в Барселоне МОК решил ограничить женщинам участие в данной дисциплине на Олимпиаде 1996. Но именно в Барселоне золото взяла китаянка Джан Шань. Несмотря на поднявшуюся шумиху, решение не было изменено, поэтому Джан не смогла защитить свой титул 4 года спустя. Только с 2000 года женщины вернулись в олимпийскую стендовую стрельбу, но уже отдельно от мужчин. 13. Широко известно, что возраст дерева можно определить по годичным кольцам на спиле, появление которых обусловлено сменой времен года и сопутствующим ускорением или замедлением роста тканей дерева. Но этот феномен справедлив только для растений умеренного пояса. В тропических регионах, где климат примерно одинаков в течение всего года и отсутствуют четко выраженные периоды похолодания или засухи, на большинстве деревьев видимые годовые кольца не образуются. Чтобы узнать их возраст, нужно делать анализ концентрации в древесине тех или иных химических элементов. 14. 16 декабря 1997 года по японскому телевидению показали 38-ю серию мультсериала «Покемон», в которой были кадры особо интенсивной и яркой атаки Пикачу из чередующихся красных и синих вспышек. У многих детей это спровоцировало болезненную реакцию, напоминающую эпилептический припадок. Всего было госпитализировано около 700 человек. О недомогании заявило гораздо больше детей, однако медики считают, что их симптомы были вызваны не самой передачей, а массовой истерией вокруг нее. Даже среди госпитализированных нашлось немало тех, кто прикинулся больным, чтобы не ходить в школу. 15. Чтобы стать вождем индейского племени Кроу, требовалось выполнить 4 обязательных условия: дотронуться до врага без убийства, завладеть оружием врага, украсть лошадь врага, а также возглавить успешную военную операцию. Последним, кто сделал все это, является Джо Мэдисон Кроу, родившийся в 1913 году и умерший в 2016. Все его достижения по списку пришлись на Вторую мировую войну.
когда он служил разведчиком в американской дивизии после открытия Второго фронта. Джо всегда покрывал тело боевой краской и надевал орлиные перья, хотя все это было скрыто под униформой и шлемом, а возвращаясь с угнанными от немцев лошадьми, распевал традиционную песню доблести Кроу. 16. Распространено мнение, что горячительное убивает клетки мозга. Однако исследование покойных алкоголиков и трезвенников показало, что количество сохранившихся в их мозгах нейронов примерно одинаково. Однако у любителей спиртного было выявлено снижение плотности белого вещества в старой коре, которая состоит из отростков нейронов. Этим можно объяснить часто встречающиеся у алкоголиков проблемы с памятью, так как в старой коре находится отвечающий за память гиппокамп. Данные разрушения не носят необратимого характера. Если человек бросает пить, плотность белого вещества вполне может восстановиться. 17. Индейский народ Борора проживает на территории Бразилии и Боливии в количестве около 1600 человек. Уникальная особенность этого племени в том, что все Борора имеют одинаковую группу крови, первую. Таким образом, каждый из них может стать соплеменнику-донором. 18. В 2005 году британскому студенту Алексу Тью не хватало денег на оплату обучения, в связи с чем он придумал продавать пиксели. Алекс создал сайт milliondollarhomepage.com, куда поместил изображение размером 1000 на 1000 пикселей. Каждый желающий мог купить его кусок по цене $1 за точку и разместить рекламу со ссылкой на свой сайт. Менее чем за полгода все пиксели были распроданы, и Алекс заработал $1 миллион. Вскоре появилось множество последователей, пытавшихся таким же образом собрать деньги на разные цели, но им удалось выручить куда меньшие суммы. 19. В мире в среднем один альбинос рождается на каждые 20 тысяч человек, но в Танзании и граничащих с ней странах Восточной Африки это соотношение совсем другое – 1 к 3000. Альбиносам здесь все время приходится опасаться за свою жизнь, так как местные знахари распространили слухи о целебных свойствах частей тела и особой силе изготовленных из них амулетов. Доход от продажи альбиноса на черном рынке может равняться заработку среднего танзанийца за десятки лет. Несмотря на введение смертной казни за их убийство и помощь западных стран, на которую строятся специальные интернаты для детей-альбиносов, проблема остается очень острой. 20. Одним из самых экстравагантных британских офицеров во время Второй мировой войны был Джек Черчилль. Он командовал операциями «Командос» и вел их в атаку, будучи вооруженным длинным луком и шотландским палашом и сопровождая наступление игрой на волынке. Еще в мае 1940 года, находясь со своим подразделением во Франции, он дал сигнал к атаке, застрелив немца из лука. Это единственный известный случай успешного применения подобного оружия во Второй мировой войне среди британцев, а возможно и среди всех наций. 21. Чтобы ту или иную субстанцию можно было назвать минералом, она должна удовлетворять нескольким требованиям: иметь природное происхождение, быть неорганической, твердой, химически однородной и находиться в кристаллическом состоянии. Исходя из этого, сформировавшийся в природе лед технически является минералом. А, например, замороженную человеком в холодильнике воду минералом назвать нельзя. 22. Японские ученые исследовали бактерии в ультрацентрифуге и обнаружили, что некоторые их виды способны при гравитации в 403 627 G не только выживать, но и продолжать рост. К таким бактериям относятся Paracocces dietrificans и широко известная Escherichia coli. Результаты эксперимента могут рассматриваться как еще один довод в пользу теории панспермии, предполагающей, что жизнь на нашу планету была занесена из космоса на каком-нибудь небесном теле. 23.
Взрослые люди располагают числа по возрастанию на мысленной числовой линии так, как привыкли писать. Мы слева направо, а, например, арабы справа налево. Однако эксперименты с еще не владеющими письмом младенцами показывают, что врожденное представление об ориентации числовой оси все-таки слева направо. Более того, эта же ориентация, видимо, свойственна и для других животных. Маленьких цыплят научили находить пищу за экраном с 5 квадратиками, а потом предлагали 2 других одинаковых экрана. Если на них было по 2 квадрата, большинство цыплят шли к левому экрану, а если по 8 – к правому. Результаты эксперимента подтвердились также для чисел 20, 8 и 32. 24. Эффективность плацебо зависит от многих характеристик самих таблеток-пустышек. Например, прием 2 таблеток вместо одной оказывает большее воздействие на пациента. Для разных болезней подходят таблетки разного цвета. Депрессию лучше лечить желтыми плацебо, а язву желудка белыми. Существенное значение также имеет стоимость таблеток. Во многих случаях более дорогие дают больший эффект, чем идентичные им более дешевые. 25. В колоде карт можно найти множество совпадений с календарем. 2 цвета мастей соответствуют дню и ночи, а сами масти – 4 временам года. 12 лицевых карт, по 4 валета, дамы и короля, можно уподобить месяцам. 13 различных значений от двойки до туза лунным циклом, а все 52 карты – количеству недель в году. Сумма значений карт, если принять туз за единицу, валет за 11, даму за 12 и короля за 13, равна 364. Добавив джокера, получим количество дней в году, второго джокера – количество дней в високосном году. 26. Многолетние наблюдения за речными дельфинами в бассейне Амазонки выявили наличие у них ритуала ухаживания. Некоторые самцы преподносят самкам пучки морской травы, палочки или просто куски глины, чтобы произвести на них хорошее впечатление. Анализ ДНК особей показал, что у таких самцов в стае больше детенышей. Вкупе с зафиксированным у берегов Австралии умением дельфинов надевать на нос морских губок, чтобы не пораниться при ощупывании морского дна. Данное открытие позволяет говорить о наличии у этих млекопитающих развитой системы социального обучения. 27. В октябре 1952 года по так называемому делу врачей был арестован академик Владимир Зеленин. Как раз в это время подписывался в печать очередной том Большой советской энциклопедии, в котором была статья про него. Вместо нее срочно поместили статью о несуществующем в биологической систематике виде зеленая лягушка, где говорилось об обычной прудовой лягушке. В последующем издании Большой советской энциклопедии зеленой лягушки уже не было. 28. Знак доллара старше американской валюты. Он появился в деловой корреспонденции с 1770-х годов и употреблялся в отношении песо, валюты, выпускаемой Испанией для своих колоний и имевшей также хождение на территории будущих США. Изучение документов той эпохи показало, что знак образовался слиянием букв P и S в аббревиатуре PS, употреблявшейся для песо во множественном числе. Сначала буквы просто накладывались друг на друга, а потом от P осталась только вертикальная линия. По сей день знак доллара является также официальным символом мексиканского и всех других латиноамериканских песо. 29. В австралийском варианте английского языка существует тенденция к образованию слов с суффиксом «аи», придающим словам неформальный оттенок. Например, Барби вместо барбекю, Файри вместо файрфайтер, пожарный, Тини вместо тин для обозначения металлической банки с пенным напитком. Именно в Австралии появилось слово «селфи», причем первое его употребление в интернете зафиксировано еще в 2002 году. Хотя повсеместное распространение термина «селфи» сначала в англоговорящем мире, а затем и в остальных странах, случилось только спустя 10 лет.
30. Птицы нередко приносят в гнезда листья растений, отталкивающих паразитов. А городские птицы для этой цели научились использовать окурки. Исследуя городских воробьев и чечевиц, мексиканские экологи выявили, что в гнездах с более высоким содержанием ацетатов целлюлозы, одного из компонентов табачных изделий, меньше паразитических клещей. Однако позитивный эффект никотина в перспективе может сыграть с птицами злую шутку, так как они тоже подвержены его канцерогенному воздействию. 31. Во время кампании по выборам мэра Варшавы 2002 года кандидатам предложили посоревноваться в управлении городом в игре SimCity 3000. Для этого с некоторыми допущениями была смоделирована карта Варшавы, и каждому участнику выдана одинаковая сумма в игровой валюте. Правда, большинство участников предпочло поручить развитие компьютерного города членам своей команды, а сами в это время общались со зрителями, но такая ситуация как раз хорошо отражает суть работы мэра. Лучшего результата добился Лех Качинский, который затем и победил на выборах, а впоследствии был избран президентом Польши. 32. В дореволюционной России базовое жалование тайных сотрудников полиции, то есть доносчиков, составляло 30 рублей в год. Ценным кадрам платили и больше, в особых случаях сумма доходила до 30 тысяч в год, но она всегда была кратна 30. Хотя причина этого нигде не была зафиксирована, аналогия с Иудой и 30 сребрениками была всем понятна. 33. Издавна Иудея славилась особым сортом финиковых пальм, которые давали пищу, лекарственные средства, древесину и возможность отдохнуть в тени. Но примерно с XIV века из-за экономического упадка в регионе и изменения климата культивация иудейских финиковых пальм была сведена на нет. В 1960-е годы археологи при раскопках дворца царя Ирода нашли горшок с семенами этой пальмы возрастом свыше 2000 лет. А уже в 21 веке группа израильских ученых взялась вырастить из них деревья. 3 семечка были выдержаны в специальных растворах и удобрениях и высажены в почву, где одно из них сумело прорасти. Сейчас пальма, которую окрестили Мафусаилом, выше 2 метров и чувствует себя превосходно. 34. Во время выступления рэпера Кулио в Стаффордширском университете в 2009 году он решил нырнуть со сцены в толпу. Однако английские студенты не захотели его подхватывать и расступились. Одним ушибом об пол исполнитель не отделался. Зрители тут же обступили его и успели стащить часы, цепочки, бандану и очки, прежде чем охрана клуба вмешалась и вернула рэпера на сцену. 35. Бумажная или тканевая салфетка, помещаемая на верхнюю часть кресел самолетов, поездов и автобусов, имеет название антимакассар. Оно происходит от масла макассар на основе пальмового или кокосового масла, которым мужчины в викторианской Англии укладывали прически. По мере распространения моды на эту мазь хозяйки домов стали накрывать кресла и диваны кусками моющейся ткани, чтобы не моралась обивка мебели. Вскоре антимакассары появились в театрах, а затем и в общественном транспорте. 36. В 1907 году Артур Конан Дойл узнал о деле Эдалджи, сфабрикованном против молодого человека, которого обвинили в убийстве домашнего скота и осудили. Писатель сам превратился в своего рода сыщика, разобрался в тонкостях дела и добился его пересмотра посредством нескольких статей в прессе. Для повторных слушаний в Англии был впервые создан апелляционный суд, что тоже стало косвенным достижением Конан Дойла. Вскоре он принял участие в кампании по оправданию приговоренного к пожизненному заключению Оскара Слейтера, снова приведя многочисленные аргументы в газетных публикациях, но на этот раз быстрого успеха добиться не удалось. Слейтер был освобожден и помилован лишь спустя 18 лет. 37. В мексиканском штате Идальго туристы могут посетить парк отдыха Эко-Альберта,
Одним из самых популярных развлечений, в котором является имитация незаконного пересечения границы с США под названием «Камината Ноктёрна». За плату в $20 участникам предлагается ночное путешествие на 12 километров длительностью несколько часов. В ходе него, так сказать, мигрантам придется бегать, продираться сквозь заросли и горные тропы, проползать под заграждениями из колючей проволоки, а также прятаться от пеших и автомобильных патрулей так называемых пограничников, которые даже стреляют холостыми патронами. Хотя критики говорят, что такой аттракцион могут использовать для подготовки будущие перебежчики, его организаторы уверяют, что настоящее пересечение границы несравнимо сложнее и опаснее. 38. От проиндоевропейского корня «пхлек», означающего «гореть», «сиять», произошли названия двух противоположных цветов. Сначала возникли два прогерманских слова «блакос» – «сгоревший» и «бланкос» – «яркий», «сияющий». Первое в итоге дало имя черному цвету в английском языке – «black», а второе – белому цвету во французском – «blanc» и многих других европейских языках. 39. В шведском Гетеборге можно остановиться в гостинице Factum Hotels. Правда, у нее нет своего здания и номеров. Постояльцам предлагается на выбор одно из 10 мест, где спят бездомные. Например, можно забронировать место в спальнике под деревом в городском парке или под мостом, или в заброшенной фабрике. Полученный доход администрация, так сказать, отеля направляет на помощь настоящим бездомным. 40. Уникальный пример самоотдачи в футболе показал 13 ноября 1985 года капитан сборной Дании Сёрен Лербю. В середине дня он вышел на поле в отборочном матче чемпионата мира против сборной Ирландии и, когда игра была сделана, уговорил тренера отпустить его, после чего сел на самолет в Германию и этим же вечером помог своему клубу «Бавария» в матче Кубка Германии против Бохума. 41. В фильме ужасов 1959 года «Тинглер» повествуется о паразите, растущем на позвоночнике и питающемся страхами человека. Во время показа в некоторых кинотеатрах в кульминационный момент существо как бы убегало с экрана в зрительный зал. Экран затемнялся, одновременно гасли все лампы в зале и был слышен голос главного героя: «Леди и джентльмены, пожалуйста, не паникуйте. Но кричите. Кричите за свои жизни». Тинглер проник в этот кинотеатр. В этот момент срабатывали вибрирующие устройства, присоединенные к тыльной стороне некоторых кресел, в результате чего зал наполнялся криками зрителей. 42. Французский хирург русского происхождения Сергей Воронов посвятил себя попыткам найти способ омоложения человека. В 1920-х годах он провел сотни операций по пересадке тонких срезов яичек от шимпанзе и бабуинов в мошонки мужчин. Якобы это должно было улучшить память, работоспособность, функцию его пациентов и даже увеличить продолжительность жизни. Однако с течением времени авторитет и популярность доктора упали, так как пользу от операций, если не учитывать эффект плацебо, оказалось невозможно выявить, а научное сообщество стало критиковать и разоблачать его методы. Воронова называют одним из прототипов профессора Преображенского из «Собачьего сердца» Булгакова. 43. В фильме «Брюс Всемогущий» главный герой контактировал с Богом по телефону 776-2323. Этот номер был не занят в Буффало, где происходит действие фильма. Однако его обладатели в других местах получали сотни звонков от зрителей, которые хотели поговорить с Богом. Самое забавное совпадение случилось в городке Сенфорд, что в Северной Каролине. Этот номер принадлежал местной церкви. К выходу фильма на DVD его изменили на 555-0123. 555 – стандартный префикс для вымышленных номеров в США. 44. Свою знаменитую божественную комедию сам Данте назвал просто «комедия».
В те времена еще существовало строгое деление поэм на высокий жанр трагедии, которые писались о серьезных материях на латыни, и низкий жанр комедии о более приземленных вещах со счастливым концом на повседневном языке. Хотя в божественной комедии затрагиваются довольно серьезные темы, именно вульгарный итальянский язык поэмы не позволил именовать ее трагедией. А слово «божественное» к названию добавил уже после смерти Данте другой поэт эпохи раннего Возрождения Джованни Боккаччо. 45. В Швейцарии действует закон, запрещающий держать в качестве питомца только одну морскую свинку в силу их социальности. Однако в случае смерти одной свинки, законопослушный владелец должен купить к ней пару и рискует таким образом попасть в бесконечную петлю. Для решения такой проблемы существует сервис аренды морских свинок. Можно купить животное по обычной цене и вернуть его за половину стоимости в любое время. 46. Службы скорой помощи возникли в крупных городах в конце XIX века. Чтобы перевозить лежачих больных, были сконструированы специальные экипажи. Их стали называть каретами скорой помощи, и это словосочетание осталось в языке даже после замены экипажей автомобилями. 47. Эффекту плацебо подвержены не только люди, но и животные. В контрольной группе страдающих эпилепсией собак, которым давали пустышки, количество судорог уменьшилось у 79% участников. Ученые предполагают, что улучшение состояния объясняется либо ожиданием самих собак, привыкших к лекарствам за много лет болезни, либо ожиданием их хозяев, передающих животным уверенность в пользе лечения. Также нельзя исключать более прозаическое объяснение, связанное с циклической природой эпилепсии. Так как прием плацебо может приходиться на фазу обострения, через какое-то время судорог становится меньше в силу естественных причин. 48. Самые большие запасы воды в Солнечной системе находятся, как ни странно это может показаться на первый взгляд, на Солнце. Молекулы воды в виде пара сконцентрированы в солнечных пятнах, температура в которых на 1500 градусов ниже, чем в окружающих их областях, а также в области температурного минимума, узком слое под поверхностью звезды. 49. С момента обособления роли руководителя музыкантов во время концерта, все мировые оркестры на протяжении XIX века выступали с дирижером. Первым оркестром, снова отказавшимся от дирижера, стал в 1922 году Московский Персимфанс, сокращение от Первый симфонический ансамбль. Главной причиной его создания стала идеология нового государства, возвеличивающая коллективный труд. Персимфанс имел признание и просуществовал 10 лет. Позже его пример переняли другие ансамбли, и сегодня оркестры без дирижера успешно существуют в Праге, Нью-Йорке, Австралии и других уголках планеты. 50. Флагом независимой Канады долгое время было красное полотно с британским флагом в левом верхнем углу и канадским гербом. В 1965 году власти твердо решили сменить главный символ государства и поместить на него кленовый лист. Было рассмотрено множество вариантов, а для выбора формы самого листа, которая меньше всего искажается на ветру, применялись испытания в аэродинамической трубе. Результатом тестирования стал привычный нам лист с 11 вершинами, и никакого символизма это число не имеет. 51. В 1966 году Джон Леннон заявил в интервью, что христианство постепенно исчезнет, а The Beatles более популярны, чем Иисус Христос. Еще более интересное признание он сделал через 2 года, специально собрав для этого остальных участников группы в их студии звукозаписи. Леннон сказал, что он и есть Иисус, и он снова здесь. После этого встреча была прервана на обед, а Леннон больше никогда не возвращался к этой теме. 52. До изобретения электронно-вычислительных машин компьютерами в США называли работников, занимавшихся на арифмометрах ручной калькуляцией сложных задач.
например, рассчитывавших таблицы стрельбы. Большинство компьютеров были женщинами, и их стало еще больше в военное время. Многие из них затем успешно переквалифицировались в программисты. Так, все 6 ведущих программистов ENIAC, первого электронного компьютера общего назначения, были женщинами. 53. В 2014 году англичанин Нил Мур, находившийся под следствием за мошенничество в особо крупном размере, раздобыл смартфон и зарегистрировал домен, очень похожий на один из официальных доменов судебной системы. Создав почтовый ящик в этом домене, он отправил с него руководству тюрьмы письмо, в котором были указания освободить Мура в связи с внесением залога. Для большей убедительности он создал поддельный сайт детектива, занимавшегося его делом, ссылку на который также прикрепил к письму. Пропажа Мура из тюрьмы была обнаружена только через 3 дня его адвокатом, а еще через несколько дней мошенник сам сдался властям. 54. Спагетти и папарацци – это итальянские слова во множественном числе. Сами итальянцы одну нить макаронных изделий называют спагетто, фотографа мужчину папараццо, а женщину папараццо. 55. На протяжении многих веков королевские особы делегировали работу по вскармливанию детей няням-кормилицам. Королева Виктория, родившая 9, также считала кормить грудью постыдным для себя занятием. Она была очень расстроена, когда ее дочь Вики решила отказаться от нянечек, а затем ее примеру последовала и вторая дочь Элис. Виктория сравнила их с коровами и даже назвала одну из молочных коров на ферме при дворе Элис. 56. Множество работ Йозефа Гайдна были сочинены по заказу его покровителя, венгерского князя Миклоша Эстерхази. Знаменитую прощальную симфонию Гайдн написал во время нахождения в княжеской летней резиденции вместе с придворным оркестром. Пребывание затянулось значительно дольше, чем предполагали музыканты, которые уже хотели вернуться к своим семьям. Поэтому Гайдн и сделал такое необычное завершение симфонии. Музыканты по очереди гасили свечи и покидали свои места. Князь, видимо, понял намек и на следующий день отправил оркестр домой. 57. Из всех ошибок протокола HTTP пользователи чаще всего сталкиваются со статусом 404 not found, когда сервер не может найти информацию по сформированному клиентом запросу. Нередко можно увидеть и статус 403 forbidden, означающий, что сервер имеет информацию, но не может выдать ее клиенту из-за ограниченных прав доступа. Среди множества других сообщений об ошибке можно выделить введенный в черновик спецификации протокола статус 451, свидетельствующий о запрете доступа к данным по требованию государственных органов или правообладателей. Его номер является прямой отсылкой к роману Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». 58. На набережной хорватского города Задар можно послушать морской орган, сооружение из 35 труб, каждая из которых настроена на определенный тон. Воздух поступает в трубы через отверстия в мраморных ступенях, спускающихся к морю, в результате хаотичного действия ветра и волн. Получающаяся мелодия, хоть и лишена структуры и повторяемости, вовсе не является какофонией, а вполне приятна для слуха. 59. Известно несколько многолетних программ по обучению высших приматов языку жестов, в ходе которых они в той или иной степени демонстрировали обучаемость и понимание. Однако, успешно отвечая на вопросы ученых, обезьяны ни в одном из экспериментов не задавали вопросы сами. Некоторые исследователи даже предположили, что именно постановка вопросов является главным отличием когнитивных способностей человека и животных. Тем не менее, ученые слышали вопрос от попугая Алекса, который за 30 лет жизни выучил 100 слов, включая несколько цветов, форм и пространственных концепций. Однажды он спросил, какого цвета он сам, на что получил ответ серый и запомнил это слово. 60.
Махатма Ганди 5 раз был претендентом на Нобелевскую премию мира, но так и не успел ее получить. Нобелевский комитет публично признал свою ошибку и в 1948 году, когда умер Ганди, решил вообще не присуждать премию с формулировкой «для нее нет достойных кандидатов из числа живущих». 61. Во время 4-й экспедиции Христофор Колумб со своей командой прожили год на Ямайке, где местные аборигены охотно снабжали их провиантом. Но со временем они стали приносить меньше еды, и Колумб обратился к астрономическим таблицам, обнаружив, что 29 февраля 1504 года состоится полное лунное затмение. В этот день он сказал индейским вождям, что его боги возмущены их поведением и вскоре это продемонстрируют. Когда луна покраснела, вожди в ужасе стали просить прощения. Колумб удалился в каюту до конца затмения, а потом объявил, что индейцы прощены, и те вернули поставки на прежний уровень. 62. Компания Pepsi имела в СССР множество заводов по розливу газировки, а прибыль вкладывала в покупку напитка столичная и последующую ее продажу на американском рынке, на что имела эксклюзивное право. Однако этот рынок имел лимит, поэтому в 1989 году Pepsi осуществила крупную сделку, купив у советского правительства 17 подводных лодок и несколько военных кораблей. Затем суда были перепроданы на металлолом. Также в рамках сделки были куплены несколько новых нефтяных танкеров, которые у Pepsi приобрела норвежская компания. Глава Pepsi в шутку сказал по этому поводу советнику президента США по безопасности: «Мы разоружаем СССР быстрее, чем вы». 63. В провансальской национальной игре петанг, которая заключается в бросании шаров, очень сложно получить травму. Но известен случай, когда в одной игре погибли сразу 38 человек. Это случилось в 1792 году в Марселе. Участники партии вздумали провести ее в монастыре, на территории которого находился пороховой склад, а в качестве шаров использовали пушечные ядра. По одной версии, причиной взрыва стало высеченное ядром искра, по другой то, что один из шаров оказался пороховой гранатой. 64. Многие зрители удивляются тому, что сценарий культового фильма «Побег из Шоушенка» является адаптацией повести Стивена Кинга, которая разительно отличается по тематике и стилистике от других его работ. Однажды король ужасов разговаривал со старушкой, которая призналась, что не читала ни одной книги Кинга, так как предпочитает вещи более подлинные наподобие «Побега из Шоушенка». Писателю так и не удалось убедить ее в том, что именно он является автором оригинального произведения. 65. Российские ученые сумели получить растение вида смолевки узколистной из найденных в вечной мерзлоте семян, чей возраст оценивается в 30 тысяч лет. Прорастить непосредственно семена не получилось, зато биологам удалась культивация побегов из клеток зародышевой ткани в пробирке, и затем побеги стали полноценными растениями, которые уже дали потомство. На момент проведения эксперимента эту смолевку можно считать древнейшим живым организмом на планете. 66. Американский спортсмен Джордж Эйсер на Олимпийских играх 1904 года в Сент-Луисе в течение одного дня выиграл 6 медалей. 3 золотых на параллельных брусьях, в опорном прыжке и в лазании по канату, 2 серебряных в первенстве на 7 снарядах и на коне, а также бронзу на перекладине. При всем этом Эйсер был инвалидом, вместо левой ноги у него был деревянный протез. Стоит отметить, что в каждой из перечисленных дисциплин соревновалось не больше 5 атлетов, и все они представляли США. 67. Критика самодержавия и российской действительности, которая является центральной темой путешествия из Петербурга в Москву Радищева, была начата уже в эпиграфе «Чудище обла, озорно, огромно, стозевно и лаей».
Это выражение впоследствии стало крылатым и употребляется для характеристики любого негативного общественного явления. Данная строка взята из поэмы Тредиаковского «Телемахида» и представляет собой комбинацию двух фрагментов Энеиды Вергилия про циклопа Полифема и про пса Цербера. Получившегося монстра в квадрате Радищев изуродовал еще сильнее, превратив из трезевного в стазевное, чтобы подчеркнуть многоликость описанного в романе зла. 68. Если кто-то теряет близкого человека, говорят о его разбитом сердце. Иногда это случается и в буквальном смысле. Сильные эмоциональные переживания могут вызвать стрессовую кардиомиопатию или синдром разбитого сердца, который может привести к острой сердечной недостаточности, летальной желудочковой аритмии или разрыву стенки желудочка, хотя в большинстве случаев серьезные осложнения или смерть пациента данное заболевание не влечет. 69. Миллиардер Томас Петтерфи был первым игроком на бирже, кто еще в 1970-х годах задумался об использовании ЭВМ для оптимизации совершения сделок. В то время брокеры делали все операции вручную в общем зале, поэтому инженеры Петтерфи разработали планшеты. Но они были слишком медленными и не принесли эффекта. В конце 1980-х, когда игроки биржи NASDAQ уже вводили все команды через компьютер, его команда нелегально подключила терминал биржи к своей машине с программой автоматической торговли по заданным алгоритмам. После запрета такого новшества Петтерфи дал инженерам указание сделать робота, способного печатать нужные команды на клавиатуре терминала. 70. Представитель дворянского рода Федор Толстой по прозвищу «Американец» прославился своей экстравагантностью, тягой к дуэлям и путешествиям. Отправившись в кругосветное плавание на шлюпе «Надежда», Толстой часто ссорился с членами экипажа и с самим капитаном Крузенштерном, а также совершал дикие выходки, за что и был высажен на Камчатке. Жертвой одной из его шуток стал корабельный священник, заснувший пьяным прямо на полу. Американец приклеил его бороду к палубе сургучом и запечатал казенной печатью. Когда тот очнулся, Толстой сказал, что печать ломать нельзя, и вынудил священника отрезать бороду. 71. Сторонники теории заговора любят говорить, что на 1-долларовой купюре и большой печати США написано «Новый мировой порядок». На самом деле латинское изречение «Novus Ordo Seclorum» переводится по-другому «Новый порядок веков». Этот девиз поместили на большую печать во знаменование независимости Соединенных Штатов и начала новой эры в истории Америки. 72. На втором Московском международном кинофестивале, состоявшемся в 1961 году, произошел конфуз. Приглашенные звезды Джина Лоллобриджида и Элизабет Тейлор встретились в одинаковых платьях. Дамы вышли из положения, не отходя друг от друга в течение всего вечера. По одной версии, обе актрисы заказали платье у Ив Сен-Лорана и по возвращению домой подали против него судебные иски. По другой, платье было сшито эксклюзивно для Тейлор, а Лоллобриджида попросту украла дизайн. 73. Японская компания разработала брелок под названием Муджен Пучи-Пучи, одна поверхность которого состоит из 8 выступов. Нажатие на них вызывает тактильный эффект, похожий на лопание пузырчатой упаковки, сопровождаемое соответствующим звуком. Каждое сотое нажатие влечет другой случайный звук, например, дверной звонок или собачий лай. 74. На протяжении долгого времени зоологи выделяли среди современных слонов 2 рода – индийских и африканских, и в каждом из них был только один вид. Однако после детального анализа ДНК ученые пришли к выводу, что африканских слонов нужно разделить на 2 вида – саванного слона и лесного слона, ранее считавшегося подвидом первого. У лесного слона, по сравнению с саванным, гуще-волосяной покров, более округлые уши и значительно меньшая высота в холке. 75.
По задумке музыканты The Beatles на обложке альбома Help должны были показывать 4 буквы названия с помощью семафорной азбуки. Когда начали делать фото, пришли к выводу, что при таком положении рук композиция выглядит плохо, и начали импровизировать. В итоге на изданной в Великобритании пластинке битлы показывают буквы NUJV, а на изданной чуть позже в США NVUJ. 76. 27-м президентом США стал Уильям Тафт, сменив на этом посту Теодора Рузвельта. Видя огромный успех плюшевого мишки Тедди Бэр, названного в честь прежнего главы государства, производители игрушек решили заработать, создав героя теперь уже в честь Тафта. Фабрики изготовили тысячи плюшевых опоссумов под названием Билли Поссум. В СМИ была запущена мощная кампания по их раскрутке с упором на то, что скоро все американские дети выбросят мишек и будут играть только с опоссумами. Однако все это обернулось полным провалом. Спрос на Билли Поссум не продержался и года, а Тедди Бэр со временем только упрочил свою популярность. 77. Название автомобиля ВАЗ-2121 Нива не имеет отношения к засеянным полям. Оно получилось сложением первых букв имен детей главных конструкторов. У одного были дочери Наталья и Ирина, а у другого сыновья Вадим и Андрей. 78. Римский император Коммод любил выступать на арене в качестве гладиатора, несмотря на то, что такие бои считались уделом рабов. Сам себя он считал воплощением Геркулеса и облачался в львиную шкуру. Коммод хорошо владел оружием и одержал на арене более 700 побед, хотя особо рисковать жизнью не стремился. Часто ему в соперники приводили уже раненых солдат или инвалидов. Император также обожал убивать луком и дротиками экзотических животных – львов, страусов, слонов и даже жирафов. 79. Самолеты Lockheed SR-71 Blackbird, введенные в эксплуатацию в 1966 году, более чем на 90% состояли из титана. Соединенные Штаты в то время не имели достаточных запасов титановых руд для постройки этих машин и организовали их закупку в СССР через сеть подставных фирм в странах третьего мира. Примечательно, что значительная часть разведывательных полетов СР-71 проходила над территорией Советского Союза на Кольском полуострове. 80. Через месяц после нападения японцев на Пёрл-Харбор американское правительство провело операцию по замене всех наличных денег на Гавайях. У компаний и населения забрали доллары и выдали взамен то же количество, но специально напечатанными банкнотами с большой надписью «Хавайи». Все это было сделано на случай захвата островов японской армией, если бы оккупанты решили изъять деньги у гавайцев. Полученные ими купюры не обладали бы никакой ценностью. 81. Существует неофициальный способ определения паритета покупательной способности индекс Биг Мака. Сравнивая стоимость этого сэндвича в ресторанах Макдональдс разных стран, можно рассчитать обменный курс валют этих стран и определить, какая из них недооценена. Биг Мак взят за эталон потому, что в любой точке планеты он готовится по стандартной технологии из максимально однообразных компонентов. Индекс стал настолько популярным, что им пытаются манипулировать. В 2011 году экономисты обратили внимание на то, что Биг Мак в Аргентине стоит подозрительно дешево по сравнению с другими пунктами меню Макдональдс. И заявили, что правительство регулирует его цену административными методами в целях улучшения имиджа страны и занижения воспринимаемого уровня инфляции. Вскоре после публикации цена аргентинских Биг Маков резко выросла и пришла в соответствие ценам на другие сэндвичи. 82. В 1921 году к художнику Борису Кустодиеву обратились двое молодых ученых с просьбой написать их портрет. Их аргументом было то, что Кустодиев рисует только знаменитостей, а они уверены, что тоже прославятся, пусть сейчас особо и никому не известны.
Этими учеными были Петр Капица и Николай Семенов, будущие нобелевские лауреаты по физике и химии, соответственно. В качестве гонорара они отдали художнику мешок пшена и петуха, полученных за ремонт мельницы. 83. Харперли было около 30 лет, когда она решила всерьез заняться литературной деятельностью и написала несколько рассказов. Однако заниматься сочинительством она могла только в свободное от офисной работы время. На Рождество Ли получила неожиданный подарок от двух друзей в виде оплаченного годового отпуска для того, чтобы воплотить в жизнь любой свой замысел. За этот год был написан черновик романа «Убить пересмешника». А еще через 3 года работали с редактором, он был опубликован и стал бестселлером. 84. Музыкальный сервис Spotify, позволяющий слушать музыку онлайн, выплачивает музыкантам вознаграждение за каждый проигранный трек, если время воспроизведения составляло не меньше 30 секунд. В марте 2014 года фанк-группа Wolfpack загрузила на Spotify альбом Sleepy из 10 композиций, каждая из которых представляла собой чуть больше 30 секунд тишины. Музыканты попросили своих фанатов включать его каждую ночь в зацикленном режиме. Через 7 недель сервис решил все-таки удалить альбом, но заработанных $20 тысяч группе хватило для организации тура бесплатных концертов. 85. После открытия радиоактивности многие производители стали добавлять в товары массового потребления новые чудодейственные вещества. В первой половине XX века в разных странах выпускались радиоактивный хлеб, зубная паста, косметика, соль для ванн. Некоторым товарам из-за возникшей моды просто давали название в честь радия, хотя в составе его и не содержалось. Из отечественных примеров можно упомянуть рекламу минеральной воды Боржоми 1929 года, которая объявляла ее радиоактивной. 86. Устойчивое выражение «лень», двигатель прогресса, перекликается с существованием демона Бельфигора, первоначально бывшего одной из форм древнесемитского бога Ваала. Из 7 смертных грехов Бельфигор курирует именно лень и способствует людскому потаканию этому греху через открытие. Демон предлагает людям хитроумные изобретения, которые могут сделать их богатыми, и таким образом способствует техническому прогрессу человечества. 87. Если муравьи видят, что их сородич заразился спорами грибка-паразита, они не изолируют его, а проводят процедуру вакцинации сообщества. Инфицированный муравей передает здоровым небольшое количество спор, которое недостаточно для полноценного заражения, но стимулирует работу иммунной системы. 88. Окситоцин, имеющий прозвище гормон любви и гормон доверия, играет значительную роль в установлении привязанности между матерью и ребенком. Исследования японских ученых показали, что зрительный контакт между человеком и собакой также повышает уровень окситоцина в организме. Возможно, именно это обстоятельство стало одним из важнейших факторов успешного одомашнивания собак. 89. В итальянской коммуне Марина ежегодно проходит фестиваль винограда. Его самое яркое событие – подача в фонтаны на главной площади вина вместо воды. В 2008 году из-за технической ошибки вино вместо фонтанов пошло в водопровод и стало литься из кранов нескольких близлежащих домов. 90. Во времена расцвета Британской империи и присутствия ее войск в многочисленных колониях, широкое распространение по всему миру получила и шотландская волынка. Сегодня крупнейшим производителем волынок является Пакистан, экспортирующий инструменты по всему миру, в том числе и в саму Шотландию. 91. Художник венгерского происхождения Элмир де Хари прославился как один из самых искусных фальсификаторов, знаменитых живописцев. Начав, так сказать, карьеру с имитацией работ Пикассо, де Хари за свою жизнь сумел продать тысячи подделок,
Хотя в юридическом смысле подделками их называть не совсем корректно, так как Де Хари не подписал ни одну картину именем творца оригинала. Факт его мастерства в подражании стал настолько известным в мире искусства, что теперь появляются подделки под самого Де Хари. В 2014 году на аукционе в Новой Зеландии были выставлены две приписанные ему картины в стиле Клода Моне. Однако эксперт по работам Де Хари смог распознать факт двойной фальсификации. 92. После начала блокады Западного Берлина в 1948 году единственным путем его снабжения стал воздушный транспорт. Американский летчик Гейл Хелверсон придумал перед заходом на посадку в аэропорт Темпельхоф сбрасывать для детей пакеты со сладостями на маленьких парашютах. Вскоре его пример подхватили другие пилоты, а сладости покупались на пожертвования жителей США и Великобритании. В пакетах обычно находились шоколад, жвачка и изюм. Поэтому все доставлявшие грузы для Западного Берлина самолеты стали называть изюмными бомбардировщиками. 93. Название фильма ужасов «Кошмар на улице Вязов» является отсылкой к судьбе Джона Кеннеди, который был убит в Далласе именно на улице Вязов. Хотя в остальном сюжет фильма с погибшим президентом никак не связан. 94. Свет состоит из элементарных частиц фотонов, не имеющих массы и заряда. Вблизи черных дыр существуют так называемые фотонные сферы, области, где гравитация настолько сильна, что фотоны начинают вращаться по орбитам. Если наблюдатель попадет в фотонную сферу, он теоретически может увидеть свою спину. 95. Детская дразнилка «жадина-говядина» сильно варьируется в разных регионах. В Москве и Московской области наиболее распространено продолжение «турецкий барабан, кто на нем играет, тот рыжий таракан». В Санкт-Петербурге, близких к нему областях и в Эстонии пустая шоколадина. В Удмуртии и на Урале большая шоколадина. В некоторых областях Украины в доме шоколадина. И все эти вариации могут оканчиваться строками «сосисками набитая, на меня сердитая». Наконец, в неназванных выше регионах и странах ближнего зарубежья чаще встречается продолжение «соленый огурец». На полу валяется, никто его не ест. 96. В Афганистане, мусульманской стране с более чем 30-миллионным населением, живет только одна свинья. Ее зовут Ханзир, и находится она в Кабульском зоопарке. Несмотря на изолированность животного, в 2009 году во время мировой пандемии свиного гриппа Ханзир был отправлен на карантин. 97. Группа астрономов Университета Джонса Хопкинса в 2002 году определила, что если усреднить цвета всех источников света во Вселенной, то получится светло-бежевый цвет. Его показали в заметке газеты «Вашингтон-Пост» и предложили читателям придумать ему название. Один из них, сидя в Старбаксе, заметил схожесть этого оттенка с цветом кофе в его кружке и отправил в газету вариант «Космическое латте», который и победил в конкурсе. 98. Термин «большой взрыв» для характеристики раннего развития Вселенной впервые употребил британский астроном Фред Хойл в лекции, которая была посвящена критике этой модели. Тем не менее, термин прижился, войдя в обиход и сторонников теории Большого взрыва. Кстати, с английского «Big Bang» уместнее переводить как «большой хлопок», что точнее передает негативный оттенок, подразумеваемый Хойлом. 99. Александровская колонна на Дворцовой площади Санкт-Петербурга весит 600 тонн и стоит на пьедестале только за счет собственной силы тяжести. Несмотря на авторитет архитектора Агюста Монферрана, многие горожане все равно боялись, что она упадет. Возможно, желая вселить в них уверенность, сам Монферран ежедневно гулял с собакой вокруг колонны. 100. В нью-йоркском метро используют лампы с нестандартным цоколем. Резьба на нем сделана против часовой стрелки вместо обычного варианта по часовой.
так задумано для того, чтобы лампы не воровали, ведь использовать их со стандартными разъемами не получится. А сейчас я хочу попросить о минуте вашего внимания, касающейся организационных вопросов на нашем канале КИФ. Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Также прошу вас подписаться на наш телеграм-канал, ссылка на него размещена в шапке главной страницы. Из него вы всегда оперативно узнаете о выходе новых видео, и только там мы регулярно публикуем материалы, которые никогда не будут размещены на YouTube из-за жестких правил площадки. Эти два пункта очень важны для развития канала, и прошу вас прислушаться к моей просьбе. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. В заключении этого видео мы разместим самые интересные, популярные, полезные и остроумные комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику, а также список наших спонсоров. Оставляйте свои комментарии, чтобы попасть в следующий ролик. А теперь продолжаем. 101. Одна из самых известных обезьян, участвующих в исследовательских программах по обучению приматов языку, это карликовый шимпанзе по имени Канзи. Он может сопоставлять несколько сотен слов с символами на специальной клавиатуре и через них же выражает свои просьбы, когда ему что-то требуется. Среди документально зафиксированных умений Канзи – зажигание огня спичками и поджаривание зефира на костре. Также его обучили играть в Pac-Man, и Канзи сумел пройти первый уровень. 102. Советский аппарат для исследования Луны, Луноход-2, проработал 5 месяцев в 1973 году и с тех пор находится в состоянии покоя. Его возвращение на Землю никогда не подразумевалось и не предполагается теперь. Это не помешало НПО имени Лавочкина продать Луноход-2 в 1993 году на аукционе. Покупателем стал американец Ричард Гэриот, сын астронавта, который и сам впоследствии летал на МКС в качестве туриста. 103. В начале 20 века датчанам, проживающим в северных районах немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн, запретили вывешивать датский флаг. В ответ они попытались воплотить его рисунок в свиньях и вывели новую породу с вертикальной белой полосой, получившую название датская протестная. В 1968 году породу стали считать вымершей, но затем снова обнаружились свиньи с похожим фенотипом. Сегодня власти Шлезвиг-Гольштейна поощряют их разведение, отмечая культурную ценность породы. 104. Государство Мальдивы – это 20 атоллов в Индийском океане со средней высотой над уровнем моря чуть выше 2 метров. При текущих темпах роста температуры воздуха и уровня Мирового океана, уже в текущем веке большинство обитаемых Мальдивских островов станут непригодными для проживания. В 2009 году, незадолго до Международной конференции по глобальному потеплению в Копенгагене, президент Мохаммед Нашид с целью привлечь дополнительное внимание к проблемам Мальдив провел со своим правительством получасовое совещание на дне моря. Чиновники в дайверском оборудовании общались жестами и письмом на досках, а в конце встречи подписали декларацию. 105. Золотая или серебряная нить, которой в старину вышивали украшения на одежде, называется канителью. Чтобы ее получить, нужно было долго вытягивать клещами металлическую проволоку. Отсюда и произошли выражения «канителиться» и «тянуть канитель», в значении выполнять скучную однообразную работу или затягивать выполнение какого-нибудь дела. 106. Когда рак-отшельник вырастает из своей раковины и отправляется на поиски нового жилища, может возникнуть ситуация переездов его сородичей по цепочке. Другие раки-отшельники инспектируют покинутую раковину и, если находят ее чересчур большой, остаются в ожидании.
Причем по мере прибытия новых кандидатов формируется очередь, упорядоченная по размеру особей. Когда какой-то рак находит первую раковину подходящей, он оставляет свою самому крупному раку после себя и запускает цепочку перемещений. 107. Самки богомолов откусывают головы самцов далеко не при каждой близости. А вероятность этого гораздо выше в стрессовых для самки условиях, будь то в лаборатории или в дикой природе, но при явном наблюдении ученых. 108. Суши появились не в Японии, а в Юго-Восточной Азии, где вареный рис стали использовать для ферментации рыбы, благодаря чему ее можно было хранить длительное время. Правда, в этих суши ели только рыбу, а кислый от брожения рис выбрасывали. Уже японцы в XIV-XVI веках придумали добавлять в рис уксус, что сделало его тоже пригодным для употребления и ускорило процесс ферментации. И лишь в начале XIX века повар Йохэй Ханай предложил есть с рисом сырую рыбу, создав тем самым современные суши. 109. В Сиднее на берегу Тасманового моря есть крутой обрыв, который стал популярным местом для сведения счетов с жизнью. Рядом с ним находится дом, в котором жил Дон Ричи, спасший от непоправимого, только по официальным данным 160 человек. Дон имел привычку наблюдать за гуляющими около обрыва и, видя признаки готовящегося непоправимого, подходил к человеку с вопросом: «Могу ли я вам чем-нибудь помочь?», после чего приглашал домой на чашку чая. 110. Австрийский поэт Райнер Мария Рильке родился в семье, где до этого в недельном возрасте умерла дочь. 2 из 6 его имен, Рене и Мария, были женскими. До 5 лет мать одевала Рильке в девичье платье и играла с ним, как с девочкой. 111. Известен миф о воинственных амазонках, которые жили в государстве без мужчин. А в западноафриканском королевстве Дагомея существовало реальное воинское формирование целиком из женщин, отличавшееся строгой дисциплиной. В дагомейские амазонки часто попадали жены или дочери, на поведение которых жаловались королю, но многие становились воительницами добровольно. Эти отряды сыграли заметную роль во франко-дагомейских войнах в ходе колонизации Африки. Сначала многие французские солдаты отказывались стрелять в амазонок, из-за чего несли большие потери, но в итоге истребили тех почти полностью. 112. Хотя праздник 25 декабря у католиков или 7 января у православных и называется Рождеством, в Библии нет ни одного упоминания о точной дате рождения Иисуса. Впервые привязка к дате 25 декабря зафиксирована в римской рукописи 354 года. По одной из версий, назначение Рождества на этот день было сделано в пику празднованию дня рождения непобедимого солнца, которое император Аврелиан объявил верховным богом Римской империи. 113. 26 ноября 2014 года, в преддверии финала Кубка Бразилии по футболу между Крузейро и Атлетико Минейро, газета Estado de Minas вышла с большим анонсом события на первой полосе. В газете были и другие новости с фотографиями, однако все не имеющие к футболу отношения слова печатать не стали, поместив вместо них строки из бла-бла-бла. 114. Комедийный театр Тетранео в Барселоне внедрил новую систему оплаты за смех. В спинке кресел в зрительном зале вмонтированы планшеты с установленной программой по распознаванию мимики. Каждая зафиксированная улыбка стоит 30 евроцентов, а максимальная стоимость представления установлена в 24 евро. То есть после 80-й улыбки можно смеяться бесплатно. Система понравилась как зрителям, количество которых увеличилось, так и администрации театра, чьи доходы выросли. 115. Слово «кожа» в древности звучало как «козья» и означало конкретно шкуру козы. Впоследствии значение слова расширилось и стало обозначать покров тела как любого животного, так и человека. 116. Характерный запах монет – это не запах металла.
Он исходит от соединений, образующихся от соприкосновения с металлом органических субстанций, например, человеческого пота. Причем, чтобы человек почувствовал этот металлический запах, достаточно очень малого количества реагентов. 117. Стэнли Кубрик отличался заметной скрупулезностью в режиссуре и всегда требовал снимать большое количество дублей одной сцены. Его ассистент Энтони Фрюин рассказал о полученном Кубриком в конце 1990-х письме восхищения от Акиры Куросавы. Кубрик и сам был большим поклонником и последователем японца, поэтому очень долго думал над правильным ответом, исписав множество черновиков, а когда письмо было наконец готово, пришло известие, что Куросава умер. 118. После введения платного проезда для машин в центре Лондона средняя их скорость в дневное время возросла незначительно – с 14 до 16 км в час. Примерно такая же средняя скорость была у конных экипажей в Лондоне век назад. 119. Первая коммерчески востребованная навигационная система для автомобилей была представлена в США в 1985 году под названием ETEC и работала без GPS. При начале работы с системой пользователь вводил текущее местоположение и совершал калибровочный заезд. Далее перемещение машины определялось по установленным на колесах магнитным датчикам и показаниям компаса, и местоположение отображалось на векторной карте в монохромном экране. Данные карт хранились на специальных кассетах, которые нужно было периодически менять в силу их ограниченного объема. Например, карта Лос-Анджелеса поставлялась на 4 кассетах, однако система их переустановки была достаточно продумана для того, чтобы водитель мог сделать это без остановки автомобиля. 120. В Коста-Рике вся навигация и почтовая переписка ведется по описаниям наподобие 150 метров на запад от Макдоналдса или 200 метров по левую сторону от церкви, красный дом с черными решетками. Самые трудные ориентиры для приезжих – те, которые полагаются на общую память, например, перед бывшим американским посольством. Недавно правительство все же запустило программу по именованию улиц, но местные жители пока не могут привыкнуть к этим названиям. 121. Создателя «Симпсонов» Мэтта Грейнинга однажды в аэропорту подвергли полному обыску. Проходящий мимо ребенок указал на него и на манер хулигана Нельсона из мультфильма усмехнулся, ха-ха, что стало для Грейнинга самым неприятным воспоминанием об этой истории. 122. В 1991 году костариканец Гильберто Седден обнаружил на берегу реки умирающего крокодила, подстреленного в левый глаз. Он увез его в лодке и выхаживал в течение 6 месяцев у себя дома, где не только кормил и давал лекарства, но и обнимал рептилию, которую назвал Почо. Когда Почо выздоровел, Гильберто вывез его к реке, но тот вернулся за ним в дом и стал жить в пруду неподалеку. Они стали каждый день плавать вместе, играть и обниматься, а позже Гильберто стал устраивать из этого представления для туристов. В 2011 году Почо умер от старости. 123. Стивен Спилберг 3 раза пытался поступить в школу кинематографии Университета Южной Калифорнии и 3 раза получал отказ из-за низких оценок. Много лет спустя, когда Спилберг стал знаменитым режиссером, эта школа захотела присвоить ему почетную степень. Он согласился с условием, что на дипломе будет стоять подпись того человека, который подписывал те самые отказы. Также Спилберг делает ежегодные денежные пожертвования школе. 124. Во время сухого закона в США запрещалось производить, продавать и транспортировать горячительное, однако домашнее его потребление запрещено не было. Поэтому виноделы прибегали к ухищрениям, чтобы выжить в новых условиях. Так они стали продавать виноградные концентраты в брикетах, помещая на этикетках надписи наподобие: «После растворения содержимого в галлоне воды не помещайте жидкость в кувшине в закрытый шкаф.
потому что через 20 дней она превратится в горячительное. 125. В традиционных приборах ночного видения, не тепловизорах, поступающий на линзы свет преобразуется в оттенки черного и белого, и только попадая на фосфорный экран, приобретает зеленоватые тона. Зеленая гамма выбрана по двум причинам. Во-первых, человеческий глаз наиболее восприимчив к волнам именно такой длины, а во-вторых, она меньше других утомляет глаза при длительном воздействии. По той же причине были зелеными и ранние монохромные мониторы. 126. В зале заседаний Палаты общин британского парламента запрещено употребление горячительного как депутатам, так и любым другим приглашенным лицам. Единственное исключение сделано для канцлера казначейства Великобритании. Он может пить что угодно во время ежегодного выступления перед депутатами с проектом бюджета на следующий год. 127. Ганс Эйнштейн, второй сын Альберта Эйнштейна, был известным инженером и специализировался в гидродинамике и движении донных отложений. Журналисты нередко спрашивали, почему он не пошел по стопам отца, на что Ганс отвечал, что отец доволен его выбором. Сам Альберт Эйнштейн однажды парировал подобный вопрос, сказав, что сын работает над более сложной проблемой. 128. Конечной точкой первой Колымской экспедиции, работавшей в 1928 году, была река Среднекан. Добравшись до одного из правых притоков Колымы, геологи решили, что это и есть Среднекан, однако потом обнаружили свою ошибку. Поэтому данной реке, бывшей до этого безымянной, присвоили название запятая, ведь точку в экспедиции еще только предстояло поставить. 129. Железная дева – известное орудие пытки, представляющее собой полую металлическую фигуру с острыми гвоздями внутри, которое должно причинять медленную и мучительную смерть. Считается, что железная дева широко использовалась в Средневековье, однако ни в одном источнике раньше 1793 года она не упоминается. Есть даже гипотеза, что первая железная дева была специально собрана музейными работниками и стилизована под средневековые артефакты. 130. Наземные деревья и растения производят только половину кислорода в атмосфере нашей планеты. Другую половину, по грубым оценкам ученых, вырабатывают способные к фотосинтезу водоросли фитопланктон, распределенные по Мировому океану. 131. Несмотря на то, что Берлинская стена давно разобрана за исключением специально оставленных для истории фрагментов, разделенные ею части города до сих пор хорошо заметны из космоса. Дело в том, что в Западном Берлине для уличного освещения уже давно использовались люминесцентные лампы, а в принадлежавшей ГДР части города – натриевые газоразрядные лампы, в свечении которых больше желтого тона. 132. Изначально Джеймс Кэмерон не хотел включать в «Титаник» никаких песен. Однако композитор фильма Джеймс Хорнер твердо решил создать полноценную вокальную версию своих инструментальных наработок, и сам вышел на Селин Дион с предложением спеть «My Heart Will Go On». Певице композиция совершенно не понравилась, но потом ее все же уговорили сделать одну запись, которая была показана Кэмерону. Тот утвердил песню, причем повторных записей Селин Дион не проводили, и в саундтрек была включена та самая демо-версия. В итоге она стала одним из самых продаваемых синглов в истории музыки. 133. Внутри английской деревни Бертон-он-Уотер, что в графстве Глостершир, выстроена ее модель в масштабе 1:9, где воссозданы большинство зданий и домов, посажены карликовые деревья и сконструирована текущая река. Местоположение этой миниатюры в деревне внутри самой модели представлено моделью второго уровня. Те же самые здания в еще меньшем масштабе, только уже без реки и деревьев, но на этом создатели не остановились. Рекурсия продолжена еще на 2 уровня, то есть самым мелким объектом здесь является модель модели деревни. 134.
Среди жителей некоторых перуанских городов и деревень индейского происхождения популярна традиция под названием таканакуй. В Рождество, 25 декабря, празднующие надевают торжественные наряды и собираются большими группами для кулачных боев. С их помощью предполагается решить все накопившиеся за год конфликты, а участники, как мужчины, так и женщины, могут вызывать на бой и своих родных, и соседей. Правила предписывают лишь обмотать руки материй, не кусаться, не хватать противника за волосы и не бить лежачего. После этого все участники обычно напиваются, чтобы приглушить боль и завершить празднество. 135. После оккупации Дании нацистами король Кристиан X остался в стране, став символом сопротивления датчан. Он ежедневно ездил верхом по улицам Копенгагена без охраны, а также якобы носил на одежде желтую звезду Давида в знак солидарности с евреями. На самом деле второго не было, так как именно в Дании нацисты никогда не издавали подобный приказ в отношении евреев. Но из опубликованных позднее дневников короля видно, что в случае появления приказа он намеревался повесить на себя звезду и агитировать всех датчан последовать его примеру. 136. Кольца на олимпийском флаге часто соотносят с частями света в таком порядке: голубое – Европа, желтое – Азия, черное – Африка, зеленое – Австралия, красное – Америка. Такое распределение присутствовало и в официальном справочнике МОК до 1951 года, однако затем его убрали, так как не нашлось ни одного свидетельства, что основатель олимпийского движения Пьер де Кубертен, придумывая эту символику, хотел назначить цвета данным образом. Его идея была немного другой. Число колец действительно соответствовало 5 частям света, а цвета были подобраны так, чтобы как минимум один из них присутствовал на флаге любого государства. 137. В немецком Дрездене есть светофор, который непрерывно горит красным с 1987 года. Он запрещает движение с улицы Цигельштрассе на перекрестке прямо или налево, но разрешает движение направо, если не создается помех другим участникам. Убрать светофор и поместить сюда обычный знак «Движение только направо» мешает закон, согласно которому если на перекрестках установлены светофоры, они должны присутствовать на каждой примыкающей к перекрестку улице. 138. Английское слово «мампсимос» обозначает человека, который придерживается своих взглядов или привычек даже после того, как ему ясно покажут их ошибочность. Происхождение термина восходит к истории о священнике, который неправильно запомнил латинское слово «сампсимос» как «мампсимос». Когда ему указали на ошибку, он сказал, что уже привык так писать и не будет перестраиваться. 139. Сцены 6-го эпизода «Звездных войн» на спутнике Эндор снимались в лесах Калифорнии. При съемках кадров, где Чубакка действует один, играющего его Питера Мэйхью сопровождали несколько ассистентов в ярких костюмах. Иначе, по опасениям режиссера, местные охотники могли принять Чубакку за снежного человека и подстрелить. 140. Лили Шониман была невестой и музой Гёте. Хотя помолвка была расторгнута, чувство к ней поэт пронес через всю жизнь. В ее честь была названа Лиля Брик, ставшая любовницей и музой другого известного поэта Маяковского. 141. Вдыхание запаха растущего на Гавайях гриба Phallus industrietus может вызвать спонтанное, сильное наслаждение у женщин, согласно исследованию 2001 года. У тех участниц эксперимента, что не испытали подобного, все равно были замечены физиологические изменения, такие как учащенное биение сердца. С мужчинами же ничего не произошло, все они назвали запах гриба отвратительным. 142. Новозеландец Найджел Ричардс с 2007 года выиграл несколько мировых чемпионатов по скрэбл. В 2015 году он первенствовал и на чемпионате мира по скрэбл на французском языке, при этом совершенно не владея им.
Ричардс просто выучил французский словарь за 2 месяца. 143. Porsche 911 изначально был выпущен под индексом 901. Поменять номер пришлось после возражения компании Peugeot, заявившей, что владеет правами на способ именования моделей для массового рынка 3 цифрами с нулем посередине. При этом претензии Peugeot не распространялись на гоночные модели Porsche, такие как 907 или 908. 144. Парад наций. На церемонии открытия каждой Олимпиады по традиции начинает делегация Греции как страны родоначальника Олимпийских игр, а заканчивает делегация государства, где проходят игры. В 2004 году, когда Олимпиада состоялась в Афинах, коллизия была разрешена таким образом. Парад открывал один греческий знаменосец, а вся остальная греческая команда шла в конце. 145. Помимо привычных всем лифтов с остановками существуют так называемые патерностеры или лифты непрерывного действия. Кабинки без дверей перемещаются вверх и вниз благодаря вращению блоков, а скорость их движения обычно составляет 30 см в секунду. Такие лифты до сих пор можно встретить по всей Европе. Например, в Германии их больше 200, хотя установка новых патерностеров практически везде запрещена из-за их опасности для детей, пожилых и инвалидов. В Москве лифт непрерывного действия работает в здании Наркомзема, где располагается Министерство сельского хозяйства. 146. Невозможно поверить, но долгие годы в Советском Союзе 1 января было обычным рабочим днем. Только 23 декабря 1947 года вышел указ Президиума Верховного Совета, согласно которому 1 января стало праздником. 147. В 1970 году впервые граждан СССР поздравил руководитель страны Леонид Ильич Брежнев. А в 1936 году по радио выступил ЦИК Михаил Иванович Калинин. Но его поздравление было адресовано не всему советскому народу, а исключительно полярникам, героически дрейфующим в высоких широтах. 148. В 1935 году руководитель советского комсомола Александр Косарев опубликовал в газете «Комсомольская правда» статью, в которой призывал проводить новогодние елки весело, не допуская на этих вечерах всякого рода докладов. 149. А вот в конце 1991 года, когда рушился Советский Союз, поздравить соотечественников с праздником доверили известному сатирику Михаилу Задорнову. 150. Пригласить Деда Мороза на дом в СССР было непросто. Разрешение на оказание подобной услуги было только у фирмы «Заря», а основной контингент работников на праздничные дни набирался из студентов театральных училищ. На этом я бы хотел закончить это видео со 150 интересными фактами, которые помогут уснуть. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца предлагаю узнать бонусный факт. В этот раз бонусных фактов у нас будет несколько, и все они будут касаться продолжения темы Нового года в СССР. Даже в эпоху дефицита новогодние праздники в СССР невозможно было представить без мандаринов. А появилась эта традиция в 1963 году, причем по указу сверху. Руководство страны решило обеспечить в праздник граждан свежими фруктами. В это время созревали мандарины, которые морским путем доставлялись в Ленинград. Салат оливье был непременным украшением стола. Правда, он мало напоминал то блюдо, которое готовил повар Люсьен Оливье в дореволюционной Москве. Рябчиков заменили на колбасу или курятину, корнишоны – на соленые огурцы. Но все равно этот салат оставался одним из самых любимых в стране. С 1956 года советские полярники начали свою работу в Антарктиде. С тех пор у них появилась традиция отмечать Новый год 2 раза, по московскому времени и по местному.
Правда, на ледяном континенте выходных нет, 1 января там обычный рабочий день. В 60-е годы во многих советских семьях уже появились телевизоры, которые, как говорил почтальон Печкин, стали главным украшением стола. А с 1964 года в новогоднюю ночь выходила передача «Голубой огонек» с участием самых популярных в СССР артистов и актеров. А 31 декабря 1975 года вся страна с интересом смотрела комедию о приключениях нетрезвого врача Жени Лукашина в Ленинграде. В день показа у экрана телевизоров собрались более 100 миллионов зрителей, а в следующем году фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром» стал лучшим по версии читателей журнала «Советский экран». Вот такими у нас получились 150 интересных фактов, которые помогут уснуть. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, предлагайте темы, которые вы хотели бы услышать в новых видео. Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех зрителей, поддержавших наш канал материально в это непростое время. Их имена вы можете увидеть на экране вашего устройства прямо сейчас и в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, поставить лайк, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии, лайки и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.